Вы прилетели в Хургаду всего на неделю, а вокруг десятки экскурсий, пирамиды, острова, дайвинг, сафари, батискаф, но времени и денег хватает далеко не на все. Что действительно стоит своих денег, а что может оставить лишь чувство «ожидал большего». Сегодня мы собрали 10 лучших экскурсий Хургады. Расскажем, кому они подойдут, сколько обычно занимают времени и на что стоит обратить внимание перед бронированием. А первое место вас может удивить. Всем привет, друзья! Вы на канале Go Travel World 360. Здесь мы рассказываем о лучших направлениях для отдыха, честно разбираем экскурсии, отели и курорты, чтобы вы могли получить максимум впечатлений от своего путешествия и не тратить деньги на то, что того не стоит. Хургада – это не только отели по системе «Все включено». Именно отсюда начинается большинство самых популярных экскурсий Египта. Одни подарят впечатление на всю жизнь, другие могут разочаровать, если выбрать их не в то время или переплатить. Поэтому сегодня только самые популярные варианты, которыми действительно пользуются туристы. И прежде чем начнем, небольшая просьба. Если вам нравятся честные обзоры, полезные советы для путешествий и подборки лучших экскурсий, поддержите канал подпиской и поставьте лайк этому видео. Для вас это занимает всего пару секунд, а для нас это огромная помощь и мотивация создавать новые материалы. Спасибо! Начнем с места, которое многие вообще не считают экскурсией, и совершенно зря. Марина Хургады – это современная прогулочная набережная с ресторанами, яхтами и вечерней атмосферой. Здесь приятно просто гулять, фотографироваться, выпить кофе или поужинать с видом на море. Днем здесь довольно спокойно, а после заката район буквально оживает, включается подсветка, открываются террасы, играет музыка. Если вы приехали в Хургаду впервые и хотите провести один вечер вне территории отеля, Марина – отличный выбор. Главное заранее уточнить стоимость такси и пользоваться проверенными сервисами или договариваться о цене до начала поездки. Для любителей спокойных прогулок это место точно заслуживает внимания. А следующая экскурсия позволит увидеть Красное море совершенно с другой стороны, даже тем, кто не умеет плавать. Если маска, трубка и глубина не ваши, это отличный вариант познакомиться с Красным морем без погружения в воду. Батискаф – это судно с подводной смотровой палубой. Пока корабль стоит у рифа, вы наблюдаете за кораллами и морскими обитателями через большие панорамные окна. Да, впечатления не такие яркие, как при снорклинге или дайвинге, но для семей с детьми, пожилых туристов или тех, кто не умеет плавать, это действительно интересная экскурсия. Совет: выбирайте утренние рейсы. В это время вода обычно спокойнее, а видимость под водой лучше. Но если вам хочется настоящего ощущения свободы, следующая экскурсия выглядит совсем иначе. Такая экскурсия пока менее известна, чем сафари на квадроциклах, но именно поэтому часто производит более сильное впечатление. Во время маршрута вы проезжаете вдоль побережья, а затем отправляетесь в пустыню. Особенно красиво все выглядит ближе к закату, когда песок становится золотистым. Даже если вы никогда раньше не ездили верхом, большинство маршрутов рассчитаны на новичков. Перед поездкой проводят небольшой инструктаж. Главное – надеть закрытую обувь и не забыть солнцезащитный крем. Вот она, одна из самых популярных экскурсий Хургады. Если хочется скорости, пустыни и ярких эмоций, квадроциклы почти всегда попадают в список фаворитов. Маршрут проходит по бескрайним песчаным просторам. По пути часто делают остановку в бедуинской деревне, где можно попробовать традиционный чай, прокатиться на верблюде или понаблюдать за вечерним небом. Но есть нюанс. Некоторые туристы представляют себе гонки по пустыне. На практике группа обычно движется организованной колонной, а скорость контролируют инструкторы. Поэтому ехать стоит не ради экстрима, а ради атмосферы пустыни, красивых видов и необычных фотографий. И обязательно возьмите с собой солнцезащитные очки или баф, песка в лицо будет достаточно.
А дальше нас ждут острова с водой, которые многие сравнивают с Мальдивами. Но действительно ли они настолько хороши? Сейчас разберемся. Если вы мечтали увидеть воду всех оттенков бирюзового цвета, Paradise Island – один из самых популярных вариантов. Большинство экскурсий включает прогулку на яхте, остановки для снорклинга и несколько часов отдыха на самом острове. Песок здесь светлый, море очень прозрачное, а фотографии действительно получаются впечатляющими. Не случайно Paradise Island часто называют одним из самых красивых мест рядом с Хургадой. Но есть нюанс. В высокий сезон остров бывает довольно многолюдным. Если хотите более спокойную атмосферу, выбирайте экскурсии с ранним отправлением или в будние дни. Оранж Бэй уже несколько лет остается одной из самых востребованных экскурсий Хургады. Именно фотографии отсюда чаще всего появляются в социальных сетях с подписью «Неужели это Египет?». Бирюзовая вода, белый песок и знаменитые качели создают ощущение тропического острова. Однако стоит помнить, главная цель большинства туристов здесь расслабиться, искупаться и сделать красивые снимки. Если вы ждете насыщенную экскурсионную программу, ее здесь не будет, зато для спокойного пляжного отдыха это практически идеальное место. Если есть возможность, выбирайте экскурсии, где кроме Оранж Бэй предусмотрены остановки для снорклинга, тогда впечатлений будет гораздо больше. Если спросить опытных путешественников, ради чего стоит ехать на Красное море, многие ответят без раздумий – ради снорклинга. Даже на небольшой глубине можно увидеть кораллы, десятки видов ярких рыб, а иногда скатов, морских черепах и других обитателей рифов. Для участия не требуется сертификат дайвера, достаточно маски, трубки, спасательного жилета и желания открыть для себя подводный мир. Совет: не пытайтесь вставать на кораллы и не трогайте морских животных. Это важно не только для сохранения природы, но и для вашей безопасности. Некоторые морские обитатели могут быть ядовитыми или защищаться при прикосновении. А дальше нас ждут экскурсии, ради которых туристы готовы провести в дороге несколько часов. Но именно они позволяют увидеть совсем другой Египет, за пределами пляжей и отелей. И первое место, возможно, окажется не тем, которое вы ожидаете. Если пляжи уже не удивляют, самое время отправиться туда, где начиналась история одной из величайших цивилизаций мира. Люксор часто называют крупнейшим музеем под открытым небом. Здесь находятся Карнакский храм, Долина царей, храм царицы Хатшепсут и десятки других памятников, которым больше 3000 лет. Если вы любите историю, архитектуру и хотите увидеть настоящий Египет, а не только территорию отеля, Люксор точно стоит вашего внимания. Совет: летом здесь очень жарко. Лучше выбирать экскурсию с ранним выездом, взять головной убор, воду и удобную обувь. Есть места, которые хотя бы раз в жизни хочется увидеть своими глазами. Пирамиды Гизы – одно из них. Большинство экскурсий включает посещение Плато Гиза, Сфинкса, а иногда Египетского музея. Но стоит понимать, поездка получится долгой. Это насыщенный день с ранним выездом и поздним возвращением. Поэтому семьям с маленькими детьми или тем, кто плохо переносит длительные переезды, стоит заранее оценивать свои силы. Зато эмоции от встречи с сохранившимся чудом света для многих полностью оправдывают дорогу. Первое место занимает экскурсия, которая сочетает сразу несколько впечатлений за один день. Морская прогулка на яхте – это не только красивые виды. Обычно в программу входят несколько остановок у коралловых рифов, снорклинг, отдых в открытом море и обед на борту. А в некоторых турах еще и посещение островов, например, Оранж Бэй или Paradise Island. Именно поэтому многие туристы называют такую экскурсию лучшим способом познакомиться с Красным морем. За один день можно увидеть гораздо больше, чем за все время отдыха только на пляже отеля. Если вы выбираете всего одну экскурсию в Хургаде, именно морская прогулка чаще всего становится самым универсальным вариантом. А какую экскурсию выбрали бы вы?
Или, может быть, уже были на одной из них? Поделитесь своим опытом в комментариях. Ваши советы помогут другим путешественникам сделать правильный выбор. И отдельное спасибо тем, кто поддерживает наш канал. Если вы хотите помочь развитию Go Travel World 360 не только лайком и подпиской, вы можете стать спонсором канала. Благодаря вашей поддержке мы можем выпускать больше обзоров, тестировать новые направления и создавать еще более полезный контент для путешественников. У нас небольшая команда, нет инвесторов и рекламных бюджетов, поэтому любая поддержка действительно помогает каналу расти. Спасибо каждому, кто путешествует вместе с нами. Если видео было полезным, поставьте лайк и подпишитесь на Go Travel World 360. Впереди вас ждут честные обзоры отелей, полезные советы для отдыха в Египте и Турции и новые маршруты. До встречи в следующем видео. А сейчас пока-пока!